Сумасшедший матч Барселоны. Возможная замена Эрика тен Хага в Манчестер Юнайтед. Парижскому гранду нужен Матthijs де Лигт. Будущее Ливерпуля. Обо всем этом и многом другом вы узнаете в этом ролике. А перед его началом я хотел бы сказать о том, что у меня есть телеграм-канал, в котором ты найдешь актуальные новости из мира футбола, а также трансляции матчей топовых чемпионатов. Ссылку я оставлю в описании. Главный тренер ливеркузенского Байера Хаби Алонсо и Роберто де Дзерби, который возглавляет английский Брайтон, являются основными кандидатами на замену Юргену Клоппу в Ливерпуле, сообщает Sky Sport Italia. Алонсо стал главным тренером немецкой команды в октябре 22-го. В нынешнем сезоне Байер после 18 сыгранных матчей Бундеслиги является лидером чемпионата с 48 очками. При этом команда под руководством испанского специалиста еще ни разу не проиграла в этом сезоне, одержав 24 победы и трижды сыграв ничью. Де Дзерби стал главным тренером Брайтона в сентябре того же 22 года. В нынешнем сезоне команда занимает 7-е место в АПЛ, набрав 32 очка. Также, по информации Флориана Плеттенберга, руководство ливеркузенского Байера сохраняет оптимизм в отношении будущего главного тренера фармацевтов Хаби Алонсо в клубе. По его сведениям, в клубе считают, что Алонсо не уйдет в Ливерпуль грядущим летом. Оптимизм Байера в том, что Алонсо останется в клубе, обусловлен тем, что на текущий момент испанец полностью вовлечен в планирование состава на следующий сезон. ПСЖ проявляет заинтересованность в приобретении центрального защитника Баварии Матthijsa де Лигта. Об этом сообщает RMC Sport. По их информации, французский клуб активизировал свой интерес к футболисту только в последние дни. Однако подчеркивается, что мюнхенский клуб не изъявляет желания расставаться с де Лигтом. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2027 года. Футбольные власти Саудовской Аравии против отъезда Карима Бензема в Европу. По данным L'Équipe, суверенный фонд Саудовской Аравии, который управляет инвестициями топ-клубов страны, не хочет и слышать о возможном возвращении 36-летнего форварда в Европу. Утверждается, что Бензема, конфликтующий с руководством клуба после возвращения из отпуска с опозданием в 17 дней, хотел бы играть в более конкурентоспособной команде. Хотел бы, чтобы были подписаны игроки его уровня, поэтому Карим потребовал значительного усиления состава на уровне Аль-Хиляля. Кроме того, Бензема считает, что клуб мог бы спросить его мнение по поводу выбора тренера. Ранее Марсело Гальярдо сменил в Аль-Иттихаде Нуну Эшпириту Санту. Позиция футболиста была услышана на самом высоком уровне. Фонд занят поиском оптимального решения. Руководители саудовского футбола понимают, что возвращение Бензема в Европу было бы воспринято как шаг назад для всей лиги. Им бы пришлось столкнуться с критикой со стороны звездных игроков, которые приехали прошлым летом. Сообщается, что Карим не просил об отъезде из страны. Его окружение продолжает уверять, что игрок останется в Аль-Иттихаде в этом сезоне. Однако суверенный фонд Саудовской Аравии проводит консультации с другими клубами, чтобы иметь альтернативные варианты. Манчестер Сити рассматривает кандидатуру главного тренера Тоттенхэма Ангелса Постекоглу в качестве потенциальной замены Хосепу Гвардиоле, сообщает The Telegraph. По их информации, в клубе отмечают схожесть философии и стиля 58-летнего специалиста с Гвардиолой. И если испанец решит покинуть Манчестер по окончании контракта в 2025 году, то Постекоглу будет первым в списке преемников. Однако сам главный тренер Сити сообщил, что не собирается следовать примеру Юргена Клоппа и уходить на отдых раньше времени. Чувствую ли я ту же усталость, что и Клопп? Вы хотите уволить меня? Я в порядке. У меня все еще остается 1 год. Я хочу его отработать, и возможно я продлю контракт. Я в порядке. Можно ли хотеть большего после того, что нам удалось в прошлом сезоне? Это невозможно. Важно делать лишь 1 шаг за раз. Сейчас я чувствую, что мы не можем проиграть, иначе Ливерпуль отцепит нас от чемпионской гонки. У нас все еще есть Кубок Англии. Нам нужно оставаться вблизи вершины Премьер-лиги и не за горами Лига Чемпионов, цитирует Гвардиолу Sky Sports. Вчера прошел матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались Барселона и Вильяреал. Под конец первой половины на 41-й минуте Херар Морено открыл счет в матче, выведя гостей вперед.
Во втором тайме на 54-й минуте Ильяс Ахамаш удвоил преимущество Вильяреала. Вскоре на 61-й минуте Илкай Гюндоган отыграл один мяч. На 68-й минуте Педри забил еще один мяч каталонцев, сравняв счет. Чуть позже, на 71-й минуте, Эрик Баи срезал мяч в свои ворота. Автогол защитника Вильяреала вывел Барсу вперед. После чего началось самое интересное. На 84-й минуте Гонсалу Гедеш забил третий гол гостей. В самой концовке на 99-й минуте Александр Сёрлот вывел Вильяреал вперед. А на 102-й минуте Моралес установил окончательный счет встречи 5-3. Победа Вильяреала. После данного матча Барселона занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. Команда набрала 44 очка за 21 матч. Вильяреал же находится на 14-й строчке, заработав 23 очка за 22 игры. А немного позже Хави объявил, что покинет команду по окончании текущего сезона. 30 июня я покину клуб. Это решение, которое мы обсуждали с президентом клуба, с правлением. Барселоне требуется смена направления, сказал Хави на пресс-конференции. Руководство и тренерский штаб Ньюкасла проявляет заинтересованность в подписании полузащитника Тоттенхэма Пьера-Эмиля Хёйберга. Об этом сообщает The Sun. По их информации, из-за проблем Сорок с финансовым фейерплеем они не рассматривают вариант с покупкой датского футболиста. Однако Ньюкасл изучает возможность приобретения Хёйберга в аренду. Полузащитник Севильи Иван Ракитич находится на стадии продвинутых переговоров с Аль-Шабабом о переходе в саудовский клуб. Об этом сообщает Релева. По их информации, хорватский футболист недоволен количеством игрового времени, которое он получает при новом главном тренере Севильи Кике Санчесе Флоресе. Подчеркивается, что крайне велика вероятность перехода полузащитника в Аль-Шабаб до 30 января, когда в Саудовской Аравии закроется трансферное окно. По информации Николас Киры, игрок подпишет двухлетний контракт с саудовским клубом. Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик Тен Хаг может покинуть английский клуб по окончании этого сезона. Как сообщает Билд, заменить Тен Хага в МЮ может наставник мюнхенской Баварии Томас Тухель. Немецкий специалист заинтересован в возвращении в АПЛ, а также его привлекает возможность поработать на Олд Траффорд. Отмечается, что руководители Баварии рассматривают возможность увольнения Тухеля в конце сезона. Лондонский Тоттенхэм готовится сделать новое предложение Челси по трансферу полузащитника Конора Галлахера до закрытия январского трансферного окна, сообщает Football Insider. Лондонцы хотят получить за игрока более 90 миллионов евро. Полузащитник Неманья Матич стал игроком Лиона. Об этом сообщил официальный сайт французского клуба. Отмечается, что срок контракта футболиста с Лионом рассчитан до 30 июня 2026 года. Сумма трансфера составила 2,6 миллиона евро.